Всем привет! Сегодня будем делать кексы или маффины, как их по-модному сейчас называют. Готовится очень легко и просто, а получается так вкусно, что этой одной порции вам будет мало. В глубокую тарелку вбиваем 4 куриных яйца. Я добавляю сразу же, но можно будет добавить чуть-чуть позже вместе с мукой 1 грамм ванилина. И сразу же сюда добавляем 1 стакан сахара. Ну а затем миксером на максимальных оборотах взбиваем все до полного растворения сахара. Процедура взбивания у вас займет примерно 2-2,5 минуты. После того, как растворились яйца, нам понадобится 100 грамм сливочного масла, и его нужно будет разогреть либо в микроволновке, либо на водяной бане. Перед тем, как добавлять разогретое сливочное масло, нужно сюда будет добавить 5 столовых ложек сметаны. У меня сегодня магазинная 20%, здесь было ровно 200 грамм. Вначале мы хорошо миксером перемешиваем сметану с яйцами. А затем миксер на маленькие обороты и отправляем полностью все растворившееся сливочное масло. Тоже хорошо взбиваем. Затем в тарелку отправляем 10 грамм разрыхлителя или же одна упаковка, как в моем случае. Вначале вмешиваем в тесто разрыхлитель, а затем нужно будет постепенно добавлять муку. Муки нам понадобится 2 стакана. И смотрите, добавляем по полстакана. Полстакана перемешали, еще полстакана перемешали. И таким образом нужно будет использовать полностью все 2 стакана муки. И после того, как вы все хорошо перемешаете, тесто будет таким, как будто бы немножко густоватым. И миксеру уже будет сложно его вымешивать. Ну и в конце у вас как-то так должно будет все получиться. Смотрите, тесто немножко густоватое, так и должно быть. Сегодня кексики я буду выпекать вот в таких вот бумажных формочках. В каждую формочку я отправляю примерно 1 чайную ложку теста. Наверх на тесто отправляю по 2-3 кусочка обыкновенного шоколада, любого, который вы больше всего любите. Вместо шоколада можно использовать любые орешки или же изюм. А затем добавляем еще по 1 чайной ложке теста. Смотрите, не нужно добавлять так, чтобы формочки были заполнены полностью. Это я сделал первую порцию и сделал ошибку, потому как они подымутся и будут слишком большие. Нужно добавить немножко меньше. Так как я сказал, всего лишь по 2 чайные ложки в одну формочку. Но это будет зависеть от ваших формочек, которые вы будете использовать. Затем отправляем вот это все в разогретую духовку до 180-190 градусов на 25-30 минут. Но смотрите, время выпечки будет зависеть от вашей духовки. И по итогу вот такая вот необычная красота и вкуснота у вас должна получиться. Смотрите, из той порции теста, которая у меня получилось ровно 24 кексика. Некоторые были слишком большие, это была первая порция, они вот так вот повыпирали. А вторая порция получились более аккуратные и более красивые. В итоге у меня в духовке они выпекались 40 минут. Так как я сказал, все зависит от вашей духовки. Пробуйте приготовить по такому рецепту кексы у себя дома, и я уверен, они вам понравятся. А шоколад внутри – это просто сказка. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, поделитесь видео с друзьями, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях свой любимый рецепт приготовления кексов. И также не забудьте посмотреть еще один более легкий рецепт приготовления таких вот, но только шоколадных кексиков. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.